Утренний туман в заповеднике Серебряный Бор всегда ложился густым молочным слоем, сквозь который едва пробивались первые лучи июльского солнца. Анна любила эти часы. Бег трусцой по извилистым ухоженным тропам был для нее не просто физической нагрузкой, а своеобразным ритуалом, медитацией посреди оглушительной лесной тишины. Обычно дикие обитатели парка, косули, зайцы, лисы, завидев человека, мгновенно бросались вглубь чащи, оставляя после себя лишь едва заметный шорох листвы. Животные не искали встреч с людьми до сегодняшнего дня. Анна мерно дышала, кроссовки мягко пружинили по влажной земле. Очередной поворот тропы должен был вывести ее к старому черничнику, но ноги сами остановились, словно натолкнувшись на невидимую стену. Прямо перед ней, всего в 5 шагах, на самой кромке туристической дорожки стоял огромный лесной зубр. Его колоссальный силуэт казался высеченным из древнего базальта. Могучий горб, покрытый густой, почти черной шерстью, тяжело вздымался. Воздух, вырывавшийся из широких ноздрей, превращался в белые облачка пара. Анна замерла, боясь даже вздохнуть. Сердце испуганной птицы забилось в груди. Встретить такое массивное животное лицом к лицу — зрелище, парализующее волю. Она знала, что зубры могут быть опасны, особенно если чувствуют угрозу. Однако животное не проявило агрессии. Вместо того, чтобы уйти или издать предупреждающий рев, исполин сделал медленный, обдуманный шаг навстречу застывшей девушке. Анна зажмурилась, ожидая удара или толчка, но почувствовала нечто совершенно иное. Настоящий шок пронзил ее, когда огромная тяжелая голова весом в добрый центнер мягко, почти невесомо прижалась к ее плечу и боку. Анна ощутила кожей жесткую шерсть, пахнущую травой, влажной землей и диким первобытным теплом. Она никогда в жизни не была так близко к бизону, да и вообще к какому бы то ни было крупному зверю. Это шло вразрез со всеми законами природы и правилами поведения диких животных. Это не было обычным нормальным поведением. В больших темных глазах великана, обращенных на нее, светилась не дикость, а глубокая, почти человеческая тоска и безмолвная мольба. Зубр отстранился, издал негромкое утробное фырканье и повернулся боком, словно приглашая следовать за собой. Он сделал несколько шагов в сторону глухой, заросшей части леса, где не было никаких туристических маршрутов, и снова обернулся. Анна заколебалась. Разум кричал, что сойти с натоптанной тропы и углубиться в дикие дебри, протискиваясь сквозь колючие ветки, бурелом и заросли папоротника — безумие. Но внутренний голос и необъяснимая связь, возникшая между ней и этим зверем в момент короткого прикосновения, говорили об обратном. Что-то было не так. Животному требовалась помощь. Вскоре Анна обнаружила, что полностью окружена глухой стеной деревьев, кустов и коврами из увядших и свежих листьев. Ветки цеплялись за ее беговую куртку, кроссовки скользили по влажному мху, но она упорно шла вперед. «Куда ты меня ведешь?» — спросила она вслух, и ее собственный голос показался ей чужим и звенящим в этой глуши. Зубр не прибавлял шага. Он двигался размеренно, словно понимал возможности человеческого тела. Время от времени он останавливался, поворачивал массивную голову и ждал, пока Анна преодолеет очередной поваленный ствол или проберется сквозь густой малинник. Понимая, что уходит все дальше от цивилизации, Анна на ходу достала из кармана телефон. Взглянув на экран, она похолодела. Полоска связи стремительно таяла. Осталось всего 2 деления, и шкала продолжала мигать, угрожая исчезнуть вовсе. Оказаться в глубине огромного заповедника без связи могло стать смертельной ошибкой. Нужно было действовать быстро. Дрожащими пальцами она открыла мессенджер и отправила сообщение своему парню, Мэтту. Она наспех описала ситуацию.
указала точку, где сошла с официальной тропы, и скинула текущие геоданные, пока интернет еще окончательно не пропал. «Иду вглубь леса за зубром. Не теряй меня», — успело уйти сообщение перед тем, как сеть окончательно отключилась. Время в лесу текло иначе. По мере того, как они продвигались все дальше в чащу, Анна с нарастающей тревогой заметила, что вокруг начинает смеркаться. Солнце, еще утром бывшее ласковым, теперь клонилось к закату, окрашивая стволы сосен в багровые тона и удлиняя мрачные тени. Лес словно смыкался за ее спиной. Внезапно зубр остановился как вкопанный, его уши чутко задвигались. Анна тоже замерла, едва переводя дыхание и стараясь успокоить взвинченные нервы. Она сделала несколько осторожных, неуверенных шагов вперед, прячась за широким стволом старого дуба, и выглянула наружу. Ее брови нахмурились от удивления и непонимания. Перед ней, на небольшой скрытой низине, располагался лагерь. На первый взгляд здесь никого не было. Стояла палатка защитного цвета, вокруг были раскинуты вещи, но царило полное запустение. Анна аккуратно, стараясь не шуметь сухими ветками, вошла на территорию лагеря. Зубр остался стоять на опушке, наблюдая за ней своими огромными печальными глазами, в которых читалось явное беспокойство. Анна подошла к кострищу. Пепел угасшего огня был еще немного теплым. Значит, те, кто жил здесь, ушли совсем недавно и, судя по всему, в большой спешке. Вокруг царил хаос. Повсюду была разбросана одежда, походные припасы, консервные банки и разорванные топографические карты. «Здесь происходит что-то очень странное», — подумала Анна, чувствуя, как внутри закипает детективный азарт, смешанный со страхом. Она твердо решила докопаться до сути. Среди разбросанных вещей ее внимание привлек плотный блокнот, журнал в темном кожаном переплете. Анна подняла его и перевернула первую страницу. Страницы были заполнены аккуратным, скрупулезным почерком. Это были подробнейшие заметки о заповеднике. Неизвестный автор детально описывал повадки местных животных, их численность и особенности поведения. Ранние записи журнала содержали информацию о моделях миграции, графиках водопоя и путях перемещения стад. Становилось ясно, что хозяин лагеря не был случайным туристом или поверхностным любителем природы. Этот человек обладал глубокими, почти академическими знаниями о местности, провел здесь значительное количество времени, изучая, выслеживая и документируя каждый шаг обитателей леса. Зубр снова пошел вперед, теперь уже более целеустремленным и быстрым шагом. Он вел Анну прочь от последних признаков цивилизации в самую чащу, где зеленый полог вековых деревьев выгибался над головой, почти полностью блокируя умирающий солнечный свет. Они пробирались через плотный подлесок, где нога утопала в гнилой древесине и мху. Анна шла за своим гигантом, неотрывно глядя на его мощную спину. Ей пришла в голову мысль, почему этот зубр один? Зубры — стадные животные. Она начала строить гипотезы. Возможно, этот самец был вытеснен из стада в жестокой борьбе за господство более молодым соперником. Или же он искал что-то утраченное, что-то, что у него отобрали. Его поразительно мирное, доверчивое поведение рядом с ней говорило о том, что животное искало у человека защиты от других людей. На ходу Анна продолжала перелистывать кожаный журнал, который забрала с собой. Чем дальше она читала, тем сильнее подступал ком к горлу. Стиль записи резко изменился, натуралистический восторг сменился холодным, расчетливым тоном. Появились упоминания оборудования, которое никогда не используют честные исследователи дикой природы. Продвинутые тепловизионные устройства слежения, очки ночного видения, мощные транквилизаторы и радиомаяки. «Зачем им все это нужно в мирном заповеднике?» – прошептала Анна. Ответ был очевиден и ужасен. Этот человек не был ученым.
Трансформация из энтузиаста дикой природы в того, кто занимается незаконной, жестокой и навязчивой деятельностью, была налицо. Перед ней был дневник профессионального браконьера. Анна поняла, что масштаб беды слишком велик, чтобы справляться в одиночку. Ей срочно нужен был телефонный сигнал, чтобы вызвать помощь. Она огляделась по сторонам, высматривая хоть какую-то возвышенность. Лес вокруг казался плоским и бесконечным, но впереди забрезжил свет. Там начиналась большая поляна, обещавшая свободное от деревьев пространство и шанс поймать заветные волны связи. Выбежав на поляну, Анна поспешно вытащила телефон. Экран вспыхнул, сигнал поднялся до 3 делений. Экран тут же заполнился потоком пропущенных текстовых сообщений. Большинство из них были от Мэтта. Он безумно волновался, спрашивал, где она, и грозился сам поехать на поиски. Пальцы Анны слегка дрожали, когда она быстро набирала ответ. «Мэтт, я все еще в заповеднике. Я иду за зубром. Тут браконьеры. Я звоню в полицию и пересылаю им координаты. Со мной все хорошо. Не паникуй». Не теряя ни секунды, она набрала номер экстренных служб. Голос ее, вопреки внутреннему страху, звучал ровно и уверенно. Она четко доложила диспетчеру местного отделения полиции об обнаружении замаскированного заброшенного лагеря, подозрительного снаряжения и странном поведении бизона, который вывел ее на это место. Анна пошла за ним. Раздвинув ветки, она ахнула. То, что открылось ее взору, подтвердило худшие опасения. Это был секретный опорный пункт браконьеров. В тени деревьев стояли тяжелые железные клетки, мотки прочной стальной проволоки, веревки и остатки импровизированных загонов для временного содержания крупных животных. Каждая улика, которую она видела, складывалась в страшную картину жестокости и эксплуатации, скрытой от глаз обычных инспекторов. Записи в дневнике теперь обрели свой истинный кошмарный смысл. Это было не наблюдение, это была спланированная охота на редчайших зубров с целью их продажи в частные зверинцы или на черные трофейные рынки. И тут, в наступившей вечерней тишине, Анна услышала звук, от которого ее сердце сжалось. Это было тихое, жалобное, болезненное рычание, переходящее в плач. Она бросилась на звук самой большой клетки, заваленной сучьями. Зубр шел следом, тяжело дыша. Заглянув внутрь сквозь железные прутья, Анна почувствовала, как слезы мгновенно наполнили ее глаза. Внутри, прижавшись друг к другу, сидели 2 маленьких, испуганных детеныша зубра. Их шерстка была испачкана, они дрожали от холода и страха, а на лапах виднелись следы от грубых веревок. Они были пойманы в ловушку. Анна медленно опустилась на колени перед клеткой, протянула руку и заговорила самым нежным, успокаивающим тоном, на какой только была способна. «Тссс, маленькие, все хорошо, все уже позади. Ваша мама или ваш защитник привел меня сюда. Вас скоро спасут». Огромный зубр, стоявший за ее спиной, опустил голову. Анна повернулась и посмотрела в его глаза. Теперь в них не было тоски. В них светилось то, что на человеческом языке можно назвать только одним словом — безграничная благодарность. Зверь понимал, что человек спас его детей. Шум приближающихся моторов разорвал лесную тишину уже через полчаса. Полиция и рейнджеры заповедника прибыли вовремя. Опираясь на точные координаты Анны, журнал браконьера с его планами и неопровержимые улики прямо в лагере, оперативная группа мгновенно заблокировала все выезды из парка. Следственные действия развивались стремительно. Имея на руках детальные маршруты из дневника, полиция уже в течение нескольких часов смогла установить личность браконьера и перехватить его на выезде из лесного массива, где он пытался скрыться на грузовике. Преступник был задержан и привлечен к строгой ответственности за преступление против дикой природы. Рейнджеры аккуратно перекусили замки клеток и выпустили маленьких телят. Они смешно перебирали ножками, бросившись к своему огромному защитнику. Анна стояла на краю поляны,
обнимая приехавшего за ней Мэтта. Она смотрела, как в лучах заходящего солнца 3 силуэта, один огромный и 2 маленьких, медленно уходят вглубь леса, чтобы воссоединиться со своим родным стадом. Чувство глубокого, абсолютного покоя и правильно исполненного долга разлилось по ее телу. Это утреннее приключение, начавшееся с обычной пробежки, изменило ее жизнь навсегда, заставив поверить в то, что между человеком и природой существует невидимая, но абсолютно реальная связь.